вот у вас переключатель. Вот в этом положении у вас работает автоматика. То есть, но вам нужно перейти вот в эту сторону, крутите до конца, до упора, пока щелчок не услышите. Вернее, оно в зацепление сейчас взялось. Щелчок у вас, когда вы выходите из режима. Вот вы вышли из режима, у вас как бы стрелочка гуляет там. Вы даже камеру немножечко так туда-сюда поводите, и видно, что гуляет стрелка. Вам надо, чтобы она жестко зацепилась. Значит, вы вводите в крайнее положение, она у вас зацепилась, и теперь вы, смотря в видоискатель, вы, значит, устанавливаете стрелку напротив той диафрагмы, которую показал вам фотоэкспонометр при выдержке 1/50. 1/48, если точно. По-моему, 1/48 здесь. Да, 1/48. Вот у вас показала, допустим, там в пасмурную погоду там диафрагма 2,8. Вот вы крутите до тех пор, пока у вас не появится, ну, на 2,8 не установится. Все. Теперь вы снимаете сколько хотите. Для того, чтобы сфокусироваться, вам нужно приблизить сначала, по растру сфокусироваться, и потом дальше можете отдалять и скомпонуете кадр. То есть, чем хороши все вот эти камеры, все, в отличие от теперешних зумов. Вы приблизили, у вас картинка приблизилась к вам, да? Вы навели ее на резкость, и потом отдаляете до той значит, картинки, того кадра, который вам нужен. И все, и снимаете там наезды, вы будете делать наезд, например, трансфокатором, и у вас будет всегда резкая картинка. Это сейчас современные зумы, там на одном положении зума одна резкость, на другом положении другая резкость. А вот эти все, включая иностранные, вот эти наши камеры, вот этот вот поправки, они вам вообще, вы можете в любое положение их установить, это не имеет значения. Здесь лампочка, что было у вас, фильтр выведен. Так он введен, так он выведен. Это нужно только для кодек типа 500T, 200T. И то, когда вы снимаете на улице. Вы, значит, вводите фильтр, когда снимаете на улице. А так вот в таком положении всегда у вас, даже если вы ошибетесь и всунете кассету 500T, или там 200T, или 100T, и снимете ее без фильтра, ничего страшного не будет. Там в солнечную погоду они очень хорошо работают. В пасмурную, да, желательно фильтр ввести. И тогда у вас будет немножечко добавится такое желтого и не будет голубить изображение. А так все 200D, 250D, 50D, все наши советские, все вот должен быть вот так. Вот. Должна быть лампочка. Чтобы убедиться, вы можете либо посмотреть через заведенный. Когда нажимаете, и можете посмотреть на просвет. У вас будет либо желтый экранчик здесь, увидите, либо беленький. Либо можете выкрутить, вот объектив выкрутите. Там будет видно прям хорошо, как фильтр выводится. И вы тогда точно будете знать, зачем это вам надо. Поправки только для автоматики. И все. Но вы сейчас не найдете правильных батареек. На 1,5 вставите, у вас будет неправильно показывать. То есть, например, на 1,35 у вас показывало. Немножко там светлее, да, стало. У вас там раз к 16 там подъехало, к 11, да. Немножко в темноту у вас чуть ушел. Сейчас вы батарейку вставите, например, в этом положении у вас будет четко показывать, вроде бы по экспонометру. Немножко в яркое выйдете, он закроет вам сильно. Или в тень зайдете, он сильно, значит, перекроет. Поэтому вот это вот нежелательно уже. Нету сейчас таких правильных батареек. Я пробовал, тестировал, ничего не получается. Лучше всего это внешний экспонометр. Переходите в ручной режим. И все. То есть, вот таким вот способом только можете. При 18 кадрах 1/48. Вот выдержка. Ну, 1/50. 1/60. То есть, это не так существенно важно. Ну, имейте в виду.